I've been down for such a long, long time at the bottom of a bottle when I do my time. Вторую половину лета я все время думал, как осуществить байкрафтинг. В начале сентября мы с Сашей решили попробовать наконец-то уже совместить велосипед и покрафт. Давно хотел попробовать, все время как-то хотелось какую-нибудь речку, горную, кия там. Мне как-то в голову не приходило, что, оказывается, веловодные походы, они могут быть прям вообще под боком. Мы решили осуществить веловодный кружок порядка 60 километров прямо от подъезда моего дома. Так получилось, что географически у нас город стоит прямо на окраине огромного участка тайги, который тянется на 100 километров до Мариинска. И весь наш маршрут велосипедный, он проходил прямо по границе этой тайги. Частично то заезжая в тайгу, то выезжая немножко на поля. Poison water gonna fill my cup, yeah, poison water gonna drink it up. Наверное, не все знают, что в Тебеньках находится трасса для бобслея, и так как она находится в тайге, мало кто видел ее с воздуха. Трассу построили аж в 1980 году, ее протяженность 1000 метров. Она до сих пор действует и является одной из 5 трасс в России. А рядом построен гостиничный комплекс для спортсменов. Мы проехали Тебеньки и Лингеевку и уехали в маленький поселок Панинск. В нем по переписи 2012 года живет всего 7 человек. Мы планировали проехать по старой просеке, которую было видно со спутника на этапе планирования маршрута. Дорога зарастает, природа отвоевывает у человека свои владения, и местами мы двигались только по интуиции. Пробираясь в траве по пояс, мы наткнулись на Солонец. Даже интересно, бегает там кто-нибудь или нет, потому что мы, собственно, ни следов ничего не увидели. На счастье Саши, длина этого участка была всего 2 километра. И не так много времени потратили. В общем-то, это какая-то даже изюминка была, то, что мы там пробирались такие. Мы проезжали то и дело поляны, на которых когда-то были поселки, деревни, стояли избы. Жители пасли скот, заготавливали сено. Теперь там, кроме того, что эти населенные пункты относились к Елакаевскому поселению, мы ничего больше про них не знаем. Ни Википедия про эти поселки толком не знает, ни интернет. Двигаясь по полям, мы приближались к деревне Урманай, где я в детстве проводил летние каникулы у деда. И мы въезжали по дороге из тайги. Просто у нас так в детстве называлось, что есть дорога через тайгу и есть дорога, которая идет к мосту. Наш дом был недалеко от этой дороги. Дед всегда прислушивался к гулу и говорил, там, о, УАЗик едет, значит, Сережка там. Или вот едет Нива, гудит там в тайге, это значит, там кто-то другой его знакомый едет. И деревня была небольшая, в принципе, все друг друга знали. Вот. А когда дед с бабушкой купили этот участок, вообще там ничего не было. Дед выкопал родник, сделал землянку, какое-то время они там жили, пока не построили дом. Ну а потом, как бы, здоровье стало не позволять, возраст, дом пришлось продать. Вот. Но, тем не менее, все равно некоторые соседи до сих пор там живут. Во всяком случае, деда там с бабушкой они помнили и передавали привет. Потом я навестил место, где я в детстве зависал с другом Колькой. У бабушки был дом прям под кедрами, там мы играли. Там всегда было очень много хвои от этих кедров. Прошло 20 лет, собственно, с того времени кедры стоят, и хвоя по-прежнему падает и падает.
Собственно, автобус ходил только до Силина, и 6,5 километров по полевой дороге приходилось идти пешком. Бабушка у меня работала тогда сутки через трое, каждый раз приезжала в деревню после работы, вот, и дед ее встречал. Вот так вот 13 километров наматывал. Своеобразное ощущение, что навещаешь дом, который построил твой дед. Дом уже не твой, деда уже больше нет, тебя не хотят здесь видеть. И в такие моменты немножко вспоминаешь все это старое, в груди щемит по ушедшим временам. Маршрут был очень интересный тем, что было большое разнообразие дорог, начиная там от трассы, да, и заканчивая там полевыми дорогами, и вплоть до таких дорог, которые уже заросли, там лет 15 никто не ездил. Прикрепили велики на переднюю часть, сели, поплыли. Велосипед позволял спокойно грести, это меня очень радовало. Гребли хорошо, так вполне амплитуда давала. Ты просто цепляешь к лодке велосипед, сплавляешься до заданной точки и выдвигаешься обратно, куда тебе вздумается. Я не знаю, почему у нас это как-то так не очень развито. Ну, может быть, из-за того, что труднодоступные места или нету такого интереса. Нету возможности у людей более плотно приобщиться к таким лодкам, как Покрафт, а обычную лодку или какую-нибудь такую байдарку проблематично тащить с собой. После того, как ты покатался по горным рекам, кажется, что ты вообще не плывешь. Река может нести, но чем она шире, тем больше складывается ощущение, что ты стоишь на месте. Но вот ради общего путешествия это был прикольный опыт, мне в целом понравилось. Мы сделали классный кружок, кружок был прямо от подъезда и вел к подъезду. На самом деле нужно просто думать почаще о таких маршрутах, что они рядом. Не надо постоянно мечтать о том, что вот я бы съездил в Тункинские Гольцы там, и никуда не ехать. Нужно, стараться ездить куда-нибудь, куда у тебя есть возможность. Хотя бы даже на выходные.